Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Министерство финансов США ужесточает санкции против России, нацеливаясь на добычу и экспорт российской нефти. Новые санкции США заблокируют 1 миллион баррелей российской нефти в сутки. Мировой рынок скоро не досчитается этого объема, пишет Bloomberg. Александр, пожалуйста, прокомментируйте этот чудовищный пакет. Если мы посмотрим саму эту статью, можно на мой телеграм-канал подписаться, я прям давал ссылку. Телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Можете и на Инфотек еще подписаться, так до кучи. Прямо сейчас ставим на паузу, подписываемся, потом продолжаем. Возвращаясь. Авторы Блумберга действительно начали с того, что подсчитали объем нефти, который экспортируется морем компаниями «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». У них получилось около 1 миллиона баррелей, там 970 тысяч. Округлим, миллион баррелей в сутки. Миллион баррелей в сутки, по утверждениям авторов Блумберга, совпадает примерно с объемом профицита на мировом рынке нефти, который прогнозирует Международное энергетическое агентство. Интересно. Вот здесь я предлагаю сделать паузу и поговорить про прогнозы Международного энергетического агентства, а потом вернуться к вопросу санкций. МЭА более года назад, а именно в ноябре 2023 года, стала прогнозировать, что вот скоро будет профицит. Более того, на протяжении всего 2024 года Международное энергетическое агентство говорило: ребята, мамой клянусь, скоро будет профицит. Теперь Международное энергетическое агентство рассказывает, что профицит будет в 2025 году. Я бы на месте уважаемых аналитиков в западных изданиях, постарался как-то задуматься. Из серии «Погодите, так профицит был, не был, почему вы Что происходит? Уточните, пожалуйста. Видимо, не до того, профицит будет, окей, хорошо. По мнению Международного энергетического агентства. Есть мнение ОПЕК, который немножко не совпадает с мнением МЭА, но кто тот ОПЕК слушает, кому это вообще интересно. Так вот, МЭА утверждает, будет профицит. А тут получается, что с мирового рынка уйдет 1 миллион баррелей. Так это ж хорошо. Это ж значит, профицита не будет? Это значит что? Цены должны вырасти, да? Что с ценами произошло? Ой, а они выросли. Притом, я замечу, они выросли довольно умеренно. Фактически я бы назвал это даже не ростом, а восстановлением. То есть они в какой-то момент взяли отметку $80 за баррель, потом откатились чуть-чуть назад. Вот сейчас, на момент записи ролика, они примерно там $79,5 за баррель. Неплохо. Учитывая, что в начале декабря ряд уважаемых экспертов и чиновников прогнозировал, что цены будут где-то $60-70, притом не 60 и 70 с лишним, а от 60 до 70, ближе к 60, то 79 – это вообще хорошо. Это и хорошо само по себе, и хорошо с точки зрения цены российской нефти, потому что она, как это неудивительно, тоже дорожает. Если дорожает Brent, если дорожает вот этот North Sea Dated, к которому относится Brent, то дорожает и Urals, дорожает ВСТО, или ESPO, как ее еще называют, по названию магистрали, транспортирующие эту нефтяную смесь, то есть Восточная Сибирь, Тихий океан. То есть для нас в текущей ситуации последствия, мягко скажем, неоднозначно негативные, даже судя по реакции рынка. Этот тезис надо немножко раскрыть. Смотрите. То есть, с одной стороны, если сейчас утверждать, что профицита не будет, то это можно вообще дойти до того, что вдруг будет дефицит. И значит, ценам надо бы еще дальше подниматься, выше, как это уже было в марте 2022 года, когда Штаты ввели санкции, сказали: мы сейчас, взявшись за санкционную дубину, мы сейчас эту российскую нефть поганой метлой, глядя на дубину, сказали они, там Байден, он мог так сделать, мы сейчас вот этой поганой метлой российскую нефть с мирового рынка уберем. Мировой рынок, что характерно, поверил. Что с ценами произошло, я надеюсь, ловкий монтажер поставит график, где будут видны цены 2022 года.
Не, Байдену, конечно, спасибо, он помог наполнить бюджет Российской Федерации, но как бы не надо уж такими методами. Видимо, кто-то из коллег ему тоже объяснил, что такими методами не надо помогать России, надо как-то умеренней. Вот, после чего риторику пришлось немножечко попритушить, и вместо дубины взять иголочку в руки и тыкать уже отдельные компании, отдельные суда, отдельные дочерние предприятия. В общем, перестать размахивать дубиной санкционной и взяться за санкционную иголку. И по сути сейчас санкционная дубина все еще не в руках Соединенных Штатов, они все еще тычут иголкой. Потому как если мы посмотрим на введенные санкции, то мы увидим следующее. Раньше, в самом начале 2022 года, когда вот все началось, санкции вводились прямо против секторов. К примеру, были запрещены поставки оборудования, технологий, услуг российским нефтеперерабатывающим заводам. Вообще всем. А тут санкции вводят против Омского НПЗ. Почти 100% глубина переработки. Против Московского НПЗ. Ужас какой. Нет, я понимаю, что если посмотреть с позиции каждого отдельно взятого предприятия, то эти санкции в чем-то усложняют работу. Какие-то процессы придется перестроить, что-то начать там докручивать, перекручивать, какие-то выстраивать цепочки поставок, немножечко более протяженные. Да, но эти предприятия уже работают в рамках санкционных ограничений. Нефтесервис. Нефтесервис тоже уже работает в рамках санкционных ограничений. Нет, конечно, то, что с нашего рынка оставшихся американских игроков пытаются вытеснить, ну что ж, а что произошло с предыдущими американскими игроками, которые ушли с российского рынка? А давайте посмотрим в статью Bloomberg, с которой мы, собственно говоря, начали. Потому как анализ в этой статье мне лично понравился, без шуток, без иронии. Возможно, он мне понравился, потому что авторы поняли: мама родная, если мы сейчас скажем, что действительно российская нефтянка накроется, то это ж какие цены будут, а мы не хотим. Поэтому надо, как-то, вроде как сказать, что все плохо, а с другой стороны, как-то, успокоить всех. И вот, к примеру, они говорят, вы знаете, вот ушли предыдущие игроки. Во-первых, американские игроки лишь 15% занимают, зарубежные игроки 15% занимают сейчас на рынке нефтесервисных услуг Российской Федерации. В основном поставкой услуг занимаются местные компании. А с другой стороны, понимаете, уход предыдущих игроков привел к тому, что они как бы ушли, а люди, оборудование, ноу-хау остались. И все продолжило работать. Кстати, против одной из таких компаний, которые остались, просто переименовались, тоже были введены в рамках этого пакета бесчеловечные санкции. Ай-яй-яй, я думаю, они там все дружно плачут. По поводу вот этого миллиона баррелей возвращаемся. То есть, с одной стороны, Мэ говорит, будет избыток. Примерно вот такой. И вот этот объем уйдет. Это что, это цены должны вырасти? Не надо так делать. Надо как-то так сказать, что, как-то вот, вы знаете, пропетляют российские нефтяники, то есть прерваться поставки могут. Немножечко попрерываются, а потом, видимо, они восстановят. Вот прям, наверное, восстановят. Если что, автор вообще не друг Российской Федерации. Автор вообще заканчивает свою статью тем, что надо бы новой администрации присмотреться к возможности введения санкций против покупателей российской нефти. Вот тут, я думаю, знаете, прям цены прям вырастут. Кстати, этот чудесный автор отмечает, что очень эффективно, когда против каких-то танкеров вводят санкции именно Штаты. Вот когда Британия, когда Евросоюз, не очень эффективно. Странно, да? Вот Штаты прям очень эффективно. Аж 30 судов сейчас не могут полноценно работать из сотен, которые относят к так называемому теневому флоту. Они вот не могут полноценно работать, потому что Штаты ввели санкции. Давайте мы прикинем, а какие возможности введения санкций против покупателей? Я предложил бы исходить из того, что в какой-то момент к санкциям против покупателей обратятся. Хотя бы против некоторых покупателей. Но тут вот какой момент. Если вы угрожаете санкциями покупателю,
покупателю, располагающемуся не в какой-нибудь небольшой стране, а, скорее всего, надо с такого чего-то начинать. Ну, то есть, например, покупатели российского моторного топлива или покупатели российских масел, промышленных или моторных, где-нибудь в Египте. Вот против него берешь и вводишь санкции. И смотришь на реакцию рынка. То есть нельзя сразу вводить санкции против Индии. Потому как, если вы сами замечаете, что Россия, ну, от 25 до примерно 40 в отдельные периоды времени процентов всей нефти в Индию поставляет, ну, то есть в среднем там получается, ну, треть где-то, то, наверное, для Индии потеря такого объема, ну, вы ввели санкции, и либо на вас плюнут и разотрут, либо, либо потеряют эти объемы. Где их будут брать? Тут наша уважаемая аудитория наверняка скажет: так в Штатах будут брать эту нефть. Трамп придет, скажет: добывайте. И все как начнут добывать, прям как попрет эта нефть из-под земли родимой Техасщины. И что это за нефть пойдет? А эта нефть, дорогие друзья, будет легких и сверхлегких сортов. Эта нефть будет, ну, по сути, частично это просто газовый конденсат. Нет, в газовом конденсате нет ничего плохого. Это прекрасное сырье, которое эффективно и в должных объемах используется в том числе российскими нефтепереработчиками. Но так получается, что если в мире возникает избыток легких и сверхлегких сортов, то начинают дорожать средние и тяжелые сорта. А что касается текущих санкций, уже введенных, их эффективность вызывает сомнения у аналитиков из Блумберга. Хотя, казалось бы, они должны прям, да-да, прям Байден, какой молодец, прям прям в самое сердце ударил Российскую Федерацию. Потому что если присмотреться, по тем секторам, к которым относятся компании подсанкционные, по этим секторам уже били, уже против них вводили санкции. И главный сейчас вопрос, как наши будут выкручиваться из истории с вторичными санкциями, с угрозой вторичных санкций. Но это лишь нам намекает прозрачно на необходимость своего ледокольного флота, который будет в круглогодичном режиме обеспечивать проходку по Северному морскому пути. Нам необходимо свое судостроение, в том числе суда ледового класса, как нефтеналивные, так и для перевозки СПГ. Нам необходимы свои ремонтные базы, которые смогут обслуживать эти суда. Вот это нам все необходимо. Не унывать и кричать: боже мой, санкции. Ну да, санкции, что делать? Они навсегда. Вот они навсегда. Давление будет расти, будут другие компании ловить, против других каких-то новых людей вводить санкции. Против тех, против кого уже ввели санкции, будут санкции усиливать. А также нужно присматриваться к нашим дорогим друзьям, на территории которых располагаются наши отдельные некоторые предприятия, которые в текущей мутной водице явно решили воспользоваться ситуацией и сказать: ой, класс, я же могу заполучить активчик. Но думаю, об этих людях мы и говорили уже на этом канале. Ну а если будет повод, поговорим еще где-нибудь в феврале. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо, подписываемся на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в это интересное время, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на канал «Нефтегазовая игра», подпишитесь на канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.